Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Вы, конечно, знаете, что в русском языке есть префиксы, суффиксы, окончания, и они помогают нам делать новые слова или трансформировать слова. В этом видео мы будем говорить о префиксах, а точнее о префиксе «из» или его трансформациях «изо», «ис». Чаще всего встречается «из», перед глухими согласными будет «из», например, «исписать» или «исходить» или «испортить», «исчерпать». А перед сочетаниями согласных, то есть когда несколько согласных идут вместе в начале, у нас будет префикс «изо». Например, «изорвать». Но давайте остановимся на значениях и вариантах использования префикса «из», «изо», «ис». И первое. Направление действия изнутри. И также еще и удаление. Испускать, излучать, источать, издавать. Хирург с трудом извлек из раны осколок стекла. За плохую учебу тебя могут исключить из школы. Кто издает такие звуки? Следующее. Распространение действия по всем направлениям. Изъездить, исходить, избегать, исползать. Ну, как вы видите, это использование префикса «из» с глаголами движения. Но с глаголами разнонаправленного движения, то есть с глаголами группы «ходить». Ходить, ездить, бегать, плавать, ползать, носить, возить и так далее. Мы хотим изъездить всю Россию. Мои друзья уже излазили все горы в этом районе. Чтобы набрать полную корзину грибов, я исходила весь лес. Следующее. Распространение действия на объект. На весь объект. Уничтожение сведения на нет в результате использования. Например, исписать, изрисовать, изорвать, избить и так далее. Меня искусали комары. Вся тетрадь была исписана и изрисована. Надо купить новый костюм. Этот уже износился. Дальше. Интенсивность. Предельная полнота действия. Истратить, израсходовать, измучить, исчерпать, испортить. Я истратила все сбережения на покупку квартиры. Болезнь меня измучила. Следующее. Доведение до нежелательного результата. В результате частого, длительного и интенсивного действия. Избегаться, испрыгаться, исписаться, изголодаться, изнервничаться. Мать изнервничалась, пока ждала сына. Говорят, что молодой писатель уже исписался и не может создать что-то новое. Мы в походе все измучились, измотались, сильно устали. Дальше. При добавлении к существительным часто образуется значение места. Например, существительное «голова». Изголовье у нас может быть изголовье у кровати. Или нога, изножье, тоже изножье кровати. При добавлении к прилагательным образуется наречие со значением оттенка цвета. Например, синий – иссиня. Например, иссиня черный. Вот прям такой насыщенный черный и насыщен он синим цветом. Еще при добавлении к прилагательным образуются наречия со значением отношения к пространственному и временному признаку. Например, давний – издавна, или далекий – издалека, или древний – издревле, старый – истори. И здесь же добавим, что при добавлении префикса «из» к наречиям образуются наречия со значением направления действия. Вне – извне, внутри – извнутри. Вот, кажется, все. Это были основные значения префикса «из» или «ис»
изо в русском языке. Если вдруг вы знаете какие-то еще значения, то пишите их в комментариях, обязательно обсудим. Вот и все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. Пока-пока. До скорой встречи.